Этой зимой погода была непостоянной, и на смену сильным морозам приходила настоящая оттепель. Не были редкостью и дождливые дни, когда небеса выливали на землю воды, вперемешку со льдом. Берта, в которой были видны черты овчарки, но с более густой и кучерявой шерстью, чем характерно для этой породы, каждый вечер появлялась у подъезда, ожидая, когда придет ее благодетельница. В этом районе плохо относились к бездомным собакам, предпочитая остатки еды выбрасывать на помойку, а не отдавать бродячим животным. Берта была крупной собакой, но пугающая ее внешность могла показаться только тому, кто не был с ней знаком лично. Собака была доброй и ласковой. Едва завидев девушку, она бежала к ней, не только ради еды, но и просто чтобы побыть рядом с человеком. Именно за долгие объятия и почухивания собака в первую очередь ценила эти встречи. Девушка была волонтером и планировала пристроить Берту в один из приютов, но, к сожалению, свободных мест никак не находилось. Девушка старалась кормить собаку и давать ей немного ласки. Другие бродячие собаки, прожившие жизнь на улице, встрече и еде радовались, но к самой девушке старались не приближаться. Изменения произошли утром одного дня, когда Берта громко залаяла, извещая девушку, что она уже на месте. Волонтер вынесла еду, но при виде своей подопечной очень расстроилась. Собака явно замерзла, ее шерсть была полна снега, а кое-где на ней даже застыли ледышки. Свою благодетельницу собака ждала, стоя в луже, которая уже начала покрываться льдом. Девушка поняла, что дальше выживать на улице Берти будет еще сложнее, поэтому она начала думать, как заманить собаку в подъезд, ведь раньше ее всегда прогоняли оттуда. Ошейника для Берты у девушки не было, а как заставить крупную собаку следовать за собой волонтер не знала. Берта внимательно следила за девушкой и словно поняла, что от нее хотят. Едва девушка подошла к двери, Берта подошла к ней и быстро зашла в подъезд. У квартиры девушки собака села на коврик и ждала, пригласят ее дальше или нет. Оказавшись в квартире, Берта изо всех сил пыталась расположить к себе маму девушки, вела себя чинно и подавала женщине лапу по первому требованию. За свое образцовое поведение собака просила лишь немного ласки, особенно млея, когда женщина чесала ее за ушами. В первый раз, оказавшись в квартире, Берта даже не обратила внимания на еду, она была счастлива уже от того, что здесь тепло, а женщины отмыли и вытерли ее, и также предложили лечь на мягкий плед. После всех процедур Берта засыпала счастливой, обняв игрушку, которую сочла лучшим из возможных подарков.